В одной глухой деревне Архангельской области, где дома до сих пор отапливают дровами, жил пожилой охотник по имени Майкл Джонсон. Он провел в тайге почти всю жизнь, знал каждый овраг и каждую тропу и считал себя человеком, которого уже ничем не удивить. Но одна история навсегда изменила его взгляды на природу. Однажды холодным осенним днем Майкл отправился в лес за дровами. Морозы пришли рано, запасы в доме заканчивались, и медлить было нельзя. Срубив сухую березу, он уже собирался возвращаться, когда услышал протяжный, полный боли вой. Опыт подсказывал, это волк, и не просто зов, а крик отчаяния. Хотя у него с собой был лишь старый топор, Майкл решил выяснить, что происходит. Раздвинув кусты, он увидел на поляне тревожную картину. Крупный волк метался возле молодой волчицы, чья лапа была зажата в стальном капкане браконьеров. Зверь страдал, а каждый ее рывок лишь усиливал боль. Волк заметил человека и внимательно посмотрел на него. Майкл приготовился к нападению, но его не последовало. Вместо этого хищник подошел к ловушке, взглянул на раненую подругу, затем снова на человека, будто умоляя о помощи. Охотник понял, зверь просит спасти ее. Преодолевая страх, Майкл подошел ближе. Волк отступил, но остался рядом. Разжать капкан было непросто, механизм был мощным. Используя топор и ветку как рычаг, мужчина почти 10 минут боролся с железными челюстями. Наконец ловушка раскрылась. Волчица с трудом поднялась. Лапа была повреждена, но кость осталась цела. Хромая, она ушла в лес вместе с самцом. На прощание оба зверя обернулись. В их взгляде не было ни страха, ни благодарности, лишь спокойное достоинство. Майкл вернулся домой и со временем почти забыл об этом случае. Прошло около 2 лет. Весной он снова отправился в лес, на охоту. Увлекшись погоней за птицей, мужчина незаметно забрел в незнакомые места. Подлесок стал густым, солнце почти не проникало сквозь ветви. Он попытался сориентироваться по компасу, но в этот момент услышал тяжелый треск веток. Обернувшись, Майкл увидел огромного бурого медведя, который медленно приближался к нему. Зверь был раздражен и явно готов к атаке. Ружье у охотника было, но патроны только с мелкой дробью, бесполезной против такого противника. Бежать было бессмысленно. Майкл понял, шансов почти нет. И вдруг из чащи выскочил крупный серый волк. За ним еще несколько, молодые, но уже сильные. Стая стремительно бросилась на медведя. Не ожидая такого напора, хищник остановился, отступил и вскоре скрылся в лесу. Волки не стали преследовать его. Их задача была выполнена. Вожак повернулся к человеку. Майкл узнал в нем того самого волка с поляны. Рядом стояла волчица, та самая, спасенная из капкана. Теперь она двигалась свободно, без хромоты. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом стая бесшумно исчезла среди деревьев. Майкл остался один, потрясенный произошедшим. Он понял, волки помнили. Помнили его поступок и пришли на помощь тогда, когда он оказался на грани гибели. Позже эта история стала легендой в окрестных деревнях. Биологи объясняют подобное поведение высоким интеллектом волков и их способностью надолго запоминать людей и события. Возможно, стая действительно время от времени наблюдала за своим спасителем и была готова вмешаться в опасный момент. Так один простой поступок, продиктованный состраданием, вернулся к человеку спустя годы. Эта история доказала, даже в суровом мире дикой природы, доброта может разрушить границы между видами и создать невидимую связь, основанную на доверии и памяти.